3 октября 2021 года жители Днепра пришли к заводу «Коксахим». Люди требуют прекратить отравлять город выбросами, пройти процедуру ОВД и провести экологизацию на предприятии. Текущие ремонты под видом экологизации не пройдут. Перестаньте травить людей. Хватит врать. Гласят надписи на плакатах. По мнению митингующих, под видом экологизации завод выполняет текущие ремонты оборудования, в частности коксовых батарей, которые и так должны быть герметичны по проекту для соблюдения технологического процесса. Мы устали, бороться с онкологиями, астмами и другой дрянью, которая наших детей губит. Це жахіття! Нас травять просто на пустому місці, от просто травять і все. Дети страдают, люди страдают, дышать невозможно. Форточки открыть невозможно. И вы закрываете на это глаза и не хотите этого признавать никогда. Цих викидів. Це просто неможливо. Мешкати тут просто неможливо, я вам чесно скажу. Мы пишем сейчас жалобы, где подписано 600 человек. 600 человек придумали с разных районов города, им нечего делать, или это купленные активисты. Смотрите, экологизация производства – это аспиратурная система, когда все выбросы объединены и поглощаются, когда с территории завода не летит ничего, никогда и никуда. А вы нас травите по ночам. Много очень людей. В школах, в душных классах они вынуждены сидеть при закрытых окнах, потому что в то время, когда они занимаются, учителя попросту не могут открыть эти окна, потому что на улице стоит смрад. Они выходят на физкультуру и бегают в этом тумане, и нюхают всю эту дрянь. А миллионы человек не воняют. Ну, вы можете думать как угодно, мы даже об этом, мы потому и приходим, потому что вы так думаете, понимаете? Именно потому, что вы так думаете. Если бы вы думали иначе, нас бы тут не было. Они пообещали реконструировать, но они ничего не делают, ничего. Предприятие разрушается, оно не модернизируется, качество сырья изменилось. То есть Выбрасывают гадость в повітря. сірководень, углекислый газ, тяжелые металлы не готова сказать, но практически вся таблица Менделеева, бензолы, толуолы, это все присутствует. Оксиды сирки, оксиды азоту. Да, аммиак, сернистый ангидрид, фенол, мелкодисперсную пыль. Нафталин. Я хочу прямо сейчас обратиться к мэру нашего города, Борису Филатову. Вас выбрали на должность мэра, и вы в ответе за экологию нашего города. Міська рада, у вас є всі повноваження. Ці важелі є у міської влади. Вона вправі повноваження має боротися з цими викидами, якщо вони зацікавлені. Якщо не зацікавлені, то вони вчасно. Мы писали и звонили, это и на президентскую горячую линию, к мэру обращения были, в облгосадминистрацию обращения были, в Держэкоинспекцию, в министерство писали экологию. Отписки приходят регулярно. Заканчивалось только отписками о том, что кто-то не владеет ситуацией, перекладывание из одной организации ответственности в другую, и ситуация никак не решается. Единственная более-менее была реакция, это от Держпродспоживслужбы, которая вышла, померила замеры, когда предприятие говорит, что оно нас не травит. И результатом этих замеров был иск в суд на окончание деятельности коксохимической площадки. Но, к сожалению, в наших судах, честных кавычках, Господребслужба проиграла дело. Наши дети, дети нашего района, без конца и края болеют. В районе наблюдается превышение уровня онкологических заболеваний. Это все мы связываем с деятельностью этого предприятия «Коксахима». В Маріуполі Азовсталь величезний, найпотужніший металургійний комбінат. Ілліча найпотужніший металургійний комбінат. Коксохімічне виробництво там теж є. Але в них викидів так само, як і у нас в Дніпрі. Друзі, замислитесь над цим. Це ж жахіття. У нас набагато менше, а ми майже такі самі, як і він. Нам не соромно. Нам не соромно, друзі. На пустому місці от просто травять і все. Ніхто не вимагає зупинки підприємства. Нехай працює, як і завжди працювало, але з урахуванням екологічних.
Директор по корпоративным коммуникациям, я здесь вижу карикатуры на сотрудников, на руководство завода. После такого диалога нет. Обиделся, просто обидели ребенка маленького. Звичайно, це дуже професійно. Уваження к людям. Це завжди одне і те саме. Вони казали, що ми не можемо, зокрема, встановити датчики на... Все, что вы делаете, это тоже должен отвечать. Люди, которые работают на заводе или руководители. Это зручна позиція. Проще всего убежать и Ну да, причину знайшов. Неуваження к людям. так происходит только тогда, Ви знаєте, ви просто щойно витерли од нас свої красиві чоботи. Просто взяли, знайшли якусь причину і просто витерли чоботи од нас. Дуже дякую, дуже приємно спілкуватися з такими людьми, з такими керівниками. Що ж ви там керуєте? От цікаво, якщо ви так з людьми так само спілкуєтесь на підприємстві на вашому. На підприємстві люди дихають тим самим. Менюшкин вот этот 2 года назад рассказывал на экскурсии, что мы сейчас начинаем суперэкологизацию. Прошло 2 года, вы только разместили 2 проекта. Что вы нам пыль в глаза вечно пускаете? Там видео даже снято. Вы нам его не показали, конечно. Не было презентации, поэтому нам нечего было людям рассказать. Батарея, чи це досягнення, вона герметично повинна бути. Це що, досягнення? Ні, я ж сказав, герметизація батареї це досягнення? Так воно повинно в проєкті бути герметичне. Що це за досягнення? Наших людей там ночью ездили, делали замеры. Вот потеря водорода там, выбросы, нету никаких выбросов. Кроме этого, я настолько знаю, что вот там специально нанимали лабораторию, да, ездили вокруг предприятий, эти замеры. Лаборатория ездила, мобильная лаборатория ИОЛ-1 мерила в ноябре месяце прошлого года возле органного зала. Превышение по сероводороду было в 5 раз. Превышение по пыли было в 2 раза. Эти результаты на сайте Горсовета в открытом доступе. Вы говорите, что никто не мерил, нет превышения. Превышения есть, и они есть всегда. И вы даете эффективную экологизацию и свои проекты. 2 года мы слышим от вас, и никакого результата нет. Ваши посты можно своими же руками, нам бывшие сотрудники завода рассказывают технологию. Все замеры поддаются эффективности, понимаете? Посты, это, знаете, равносильно, что у преступника дома все вещественные доказательства, и он с ними может сам работать. Вы не хотите признавать того, что предприятие загрязняет и выкидывает, я не задал. Я вам сейчас задам вопрос, конкретный вопрос я сейчас вам задаю. Почему предприятие не выполняет требования общественности, которые были выдвинуты на общественных слушаниях? И Петровка до сих пор с 22 декабря по ноябрь месяц не получает разрешения на выбросы. Вы не идете на требования общественности? Конкретный вопрос. Вы выполните, конкретный вопрос, вы выполните все пункты требования общественности, которые были предъявлены на общественных случаях. И вы пойдете на процедуру ОВД. Мы все выполняем согласно законодательству. Нет, подождите. Я вам задаю конкретный вопрос. Я вам задаю конкретный вопрос. Общественность выставила требования на громадских слуханиях 22 декабря 2020 года. С того времени ДМЗ не получила разрешения на выбросы по ноябрь месяц. Вот там господин Минушкин подсказывает что-то. Да, ответьте, пожалуйста, на конкретный вопрос. Те требования, которые общественность выдвинула на громадских слуханиях, вы их выполните? Да или нет? Просто все требования. Все требования. Подождите, Коли ви їх виконаєте? если вы будете, я вам говорю, что мы вам предоставим график реализации этих проектов. Можно вопрос? Кто проводит оценку экологизации этих мероприятий? Какие контролирующие экологические органы будут проводить проверку и оценку экологизации? Проект пройдет экспертизу. Экспертиза не мною проводится. Робота йде, ви бачите, лого власне заводу і представники. Фирма проектная организация. Ну яка?
Ну да, договор у вас заключен, в договоре должны быть сроки какие-то. Деньги про мест. Деньги про мест нет. А сроки там в этом договоре указаны? Полгода срок реализации. С какого числа? Договор почти. Так когда подписан? На прошлой неделе. Начало работ когда договора? На прошлой неделе. Начало работ. Не договора, начало работ. 28 сентября. Этого года? Этого года. Когда окончание работы? 6 месяцев. Весной мы запишем нормально. Нет, это проект. Ваше ставлення, це не робота. Ваше ставлення до того, щоб до складу експертів включили представників СЕЙ Дніпро та інших екологічних організацій. Участники митинга отмечают, что часть мероприятий, обозначенных в областной и городской программах, являются недостаточными для экологизации. Более того, они уже входят в действующее разрешение на выбросы, а значит уже должны были быть выполнены заводом. Другие же мероприятия вообще не совпадают с требованиями общественности. Это касается мероприятий, являющихся регулярными ремонтами для поддержания корректной работы производственных мощностей предприятия. По мнению митингующих, под видом мер по экологизации подаются обычные текущие ремонты на заводе. Завод на своем сайте опубликовал информацию о характере и объемах работ, которые считаются природоохранными. По стечению обстоятельств значительная часть этих мероприятий указана как обязательная в рамках судебного решения о санации предприятия до начала процедуры банкротства завода. Чтобы посмотреть статус всех требований, перейдите на это видео. Почти по всем мерам отсутствует информация о начале каких-либо работ. А те меры, которые совпадают с требованиями общественности, выполняются частично или растянуты во времени. К примеру, система подавления пыли на Рудном дворе должна была быть обустроена до 2022 года, завод же собирается обустраивать ее до 2024 года. Единственное, что регулярно выполняет завод, это высадка деревьев. По данным сайта interfax.com, владелец завода Ярославский обозначен как гражданин Великобритании, а его компания находится на Кипре. На сайте Open Data Bot, который предоставляет в открытом доступе данные крупных налогоплательщиков Украины, можно увидеть, что за 2020 год предприятие имеет отрицательную прибыль в несколько сотен миллионов гривен. По данным сайта interfax.com, в 2019 году предприятие завершило год с убытком, который составил 1 миллиард 284 миллиона 378 тысяч гривен. В прошлом году Держпродспоживслужба подала в суд на прекращение деятельности коксохимической площадки по результатам проверки, которые выявили нарушение экологического законодательства. Согласно материалам дела, в иске Держпродспоживслужбе было отказано. Причиной отказа стала ошибка в документе на проверку предприятия. В документе расписалось не то должностное лицо, которое должно было это сделать. Во время суда были выявлены существенные недостатки в документах, неправильно указанное время замеров, расстояние, отсутствие паспортов на приборы измерения. Как профессионалы, делающие замеры, ежедневно могли допустить такие ошибки? Учитывая все обозначенные факторы, по словам жителей города, они опасаются, что ситуация с воздухом становится крайне опасной для их жизни и здоровья. А направленность предприятия на текущие ремонты мощностей под видом экологизации и финансовое состояние ставят под вопрос возможность выполнения требований общественности. Люди отмечают, что попустительская и пассивная позиция местной власти в отношении экологии приводит к созданию логического тупика, где вроде бы и есть экологическая программа от области и города. Но по сравнению с требованиями общественности она таковой не является по существу и, по словам митингующих, не изменила ситуацию в лучшую сторону. В комментариях к фотографиям загрязнения воздушного бассейна Днепра жители города отмечают как источник загрязнения, так и масштабный характер смога, который может часами стоять над городом. При этом эпицентр смога концентрируется в Новокадацком районе в промышленной зоне. А его распространение уже заметно на левобережной части города, жилмассивах Фрунзенский, Левобережный и Солнечный. Жители Днепра обращаются к городскому, областному совету, мэру города, экологической инспекции, к Министерству экологии и природных ресурсов.
Держпродспоживслужбе и народным депутатам города и Верховной Рады с просьбой защитить их право на безопасную окружающую среду и чистый воздух и принять неотложные меры по ликвидации загрязнения воздуха. Отдельно хочется задать вопрос Андрею Николаевичу Малеваному, главе Экоинспекции Украины. Почему меры контроля и привлечения загрязнителей к ответственности проводятся выборочно, в то время как в Харькове не только выявлены нарушения, но и привлечен к ответственности завод «Коксахим». В Днепре уже не единожды игнорируются как индивидуальные, так и коллективные обращения горожан. В связи с выявленными во время проверок нарушениями и новыми источниками выбросов требуем провести процедуру ОВД и обязать собственника провести экологизацию предприятия. Просим жителей города прокомментировать под видео, в каком районе города вы живете, и заметили ли вы источник загрязнения. Связываете ли вы ухудшение качества воздуха при направлении ветра с завода в сторону вашего жилого квартала? Замечали ли вы ухудшение самочувствия в связи с загрязнением воздуха в городе? Чувствуете ли вы себя лучше, уезжая за черту города? Если вы считаете, что химические запахи и пыль в воздухе нашего города – это источник небольшого в кавычках эстетического дискомфорта и раздражающий фактор, на который не следует обращать внимание, то рекомендуем вам ознакомиться с документальным фильмом BBC, который рассказывает о деле детей Корби, ставшим судебным прецедентом и навсегда изменившим отношение общества к проблеме загрязнения воздуха. Фильм можно найти на YouTube. Почитайте про опасность мелкодисперсных частиц PM2,5 и PM10, про последствия вдыхания с воздухом таких веществ, как нафталин, диоксид серы, азота, аммиак, бензолы, толуолы, формальдегиды, сера. Узнав больше о воздействии этих веществ на организм человека, вы поймете, почему проблема с воздухом в городе стоит так остро. Владелец завода обязан соблюдать экологические нормы и законодательство. Провести требуемую общественностью экологизацию по каждому из цехов и мощностей завода по требованиям общественности об экологизации, которые направлены на снижение негативного влияния завода на окружающую среду и живущих в городе людей. По данным сайта Worldometers, на 26 сентября 2021 года Украина занимает второе место в Европе по суточной смертности от ковида. Загрязнение воздуха в первую очередь вредит органам дыхания, что в условиях пандемии и большого количества переболевших и ослабленных людей может привести к непоправимым демографическим потерям среди населения. О таком явлении, как проникающий через закрытые окна газ, часто пишут жители Ивана-Мазепы, Западного, Фрунзенского, Негаяна, Рабочей, Титова, жилмассива Покровский. Соблюдая карантин и находясь дома, жители города оказываются в ловушке, когда даже через закрытые окна квартиры проходит отравляющий газ. Избавиться от того газа в дальнейшем невозможно, пока ветер не изменит свое направление. Чтобы о проблеме грязного воздуха в городе узнало больше людей, поставьте лайк этому видео, напишите 1 или 2 комментария, поделитесь видео в соцсетях и мессенджерах. Ссылки на документы, использованные в ролике, вы сможете найти в описании и в комментариях под видео. Используйте Safe EcoBot для отправки жалоб с фото, скриншотами и точным временем, датой загрязнения воздуха. Берегите себя и своих близких и оставайтесь здоровы!